Добро пожаловать на наш канал, и сегодня мы поговорим про андеграундного художника и его провокационные картины, ставшие очень востребованными на Западе. Вячеслав Васильевич Калинин. Годы жизни 1939-2022. Художник, творивший в направлении нонконформизма, чьи работы совершенно не укладывались в привычные рамки соцреализма. Но, тем не менее, были очень интересны, а впоследствии стали своеобразным источником вдохновения для следующего поколения живописцев. Он родом из Москвы, а его детские воспоминания, связанные с жизнью в коммунальной квартире, где множество людей ютились по небольшим комнатушкам с одной общей кухней и санузлом. По словам художника, он в основном воспитывался во дворе, потому твердо следовал дворовым понятиям, которые были просты, логичны и суровы. Всегда быть самим собой и следовать правде, пусть даже она идет вразрез с официальным мнением. Потому делать не как положено, а как нужно. Этому принципу он всегда следовал в жизни и в живописи. Возможно, потому и стал андеграундным художником. На взгляды Вячеслава Калинина большое влияние оказала дружба с Кириллом Прозоровским-Ременниковым, который впоследствии тоже стал художником. Тот был ярым антисоветчиком, а еще всерьез увлекался искусством и живописью. Калинин вспоминал, как после школы он всегда делал небольшой крюк, чтобы лишний раз зайти в Третьяковскую галерею, поглядеть на выставленные там картины. Особенно его впечатляли лирические пейзажи Левитана и насмешливые ироничные работы Перова. Но нужно было зарабатывать на жизнь, потому он стал учиться на столяра-краснодеревщика. Год работал по специальности, но все бросил. Тяжело работать, когда к своему делу нет никакого интереса. В итоге поступил в художественное училище имени Васнецова. Постепенно познакомился и с андеграундными московскими художниками, стал заметным участником их тусовки и творческих перформансов, свидетелем всех знаковых событий в культурной жизни московского художественного подполья. Калинину приходилось вести двойную жизнь – примерного учащегося художественного училища и подпольной художественной богемы. Правда, с первой официальной все было не так просто. В 1961 году в училище нагрянула комиссия, которая стала проверять работы всех учащихся. Картины Калинина были признаны формалистическими. Возможно, чувствовался в них недостаток искренности, и искусствоведы это легко заметили. Его исключили из училища, но Калинину удалось восстановиться, а спустя 2 года его закончить. Он создавал гравюры на металле, на которые был хороший спрос, и попутно писал андеграундные картины для себя и показывая их в кругу своих знакомых, который был достаточно широк и включал в себя некоторых западных коллекционеров. Тогда на Западе намечался очень большой интерес к картинам советских андеграундных художников, а коллекционеры готовы были за них платить хорошие деньги в валюте. Конечно, были сложности с доставкой картин на Запад, но в итоге разница в цене, за которой они продавались на западных аукционах, и сколько получали за них московские художники в своих мастерских, оправдывала все издержки и хлопоты. В 1967 году была организована в США выставка картин русских андеграундных художников, на которой были представлены и картины Вячеслава Калинина. Он становится известным на Западе, а вывезенные неофициально картины участвуют в различных выставках. Но и на родине московский андеграунд все активнее проводит свои выставки, пусть и неофициально, в квартирах, в мастерских, и пускает туда только своих. С 1930-х годов и до конца 80-х правительство Советского Союза официально поддерживало в искусстве только метод социалистического реализма. В 1963 году состоялась персональная выставка в Доме культуры Курчатовского института. Выставка была запрещена партийным руководством и закрылась на следующий день после открытия. Выставлял свои работы на втором осеннем смотре картин на открытом воздухе, состоявшееся в лесопарке Измайлово через 2 недели после бульдозерной выставки. Символьная уличная выставка картин московских художников-нонконформистов, прошедшая 15 сентября 1974 года на пересечении улиц
Островитянова и профсоюзной в Москве получила название «Бульдозерная выставка». Она была уничтожена сотрудниками милиции при помощи поливочных машин и бульдозеров, отчего и получила свое название. А в 1975 году участвовал в выставке в павильоне пчеловодства на ВДНХ. Официальным властям все сложнее было бороться с этим явлением. Приходилось идти на некоторые уступки, разрешать показывать наиболее лояльные картины широкой публике. Картины Калинина зачастую красочные, сатирические, театральные, в них часто присутствуют элементы гротеска. Они представляют синтез многих культурных реалий и явлений того времени, воплощенных на холсте в виде запоминающихся образов. Неудивительно, что они завоевывали все большую популярность на Западе. В 1991 году Калинин уехал на постоянное место жительства в США, где писал картины и организовывал выставки. В США он проводил персональные выставки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Санта-Барбаре, а также Италии, Франции, Германии и многих других странах. В 2008 году была проведена юбилейная выставка Вячеслава Калинина под названием «Мое замоскворечье» в Третьяковской галерее в Москве. Экспозиция была приурочена к 70-летнему юбилею художника. Умер Калинин 14 июля 2022 года в Лос-Анджелесе. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.